так дерево, друзья. Все боярышник. Очень известный музыкант, который присутствует во Фликере, в других соцсетях, это Дина Оливьери. Друзья мои, привет! С вами Фавионыч. Сегодня короткое видео, друзья, не буду вас отвлекать. Вы знаете, что фотографии объединяют людей разных профессий, не только инженеров, Фотографироваться, нет? не только музыкантов. Строителей, строительство дороги в Турции, путешественников. Вот трак, друзья, меня остановил полицейский, сказал, что я очень похож одно лицо человека из Коньи. Ну и прочих специальностей огромное количество. Почему я хотел записать это видео для вас? Я постараюсь быть объективным, насколько это возможно, чтобы показать вам преимущества и недостатки. Для того, чтобы вас мотивировать, что в сообществе фотографов мирового слоя, да, которые представлены в том числе и во Фликере, представлены практически все профессии. Если вам это видео будет интересно, друзья, я продолжу этот цикл и расскажу вам, например, про известных музыкантов, которые являются фотографами и присутствуют также во Фликер. Если вам интересно, а вы этих музыкантов знаете. Речь сегодня пройдет про следующее, друзья. Я сегодня вам покажу тех энтузиастов, так же как Фавионыч, которые не только занимаются фотографией всю свою осознанную жизнь, но и популяризаторами являются этого жанра. Turkish ekmek. Экмек. Этого вида искусства. И для того, чтобы вам было интересно смотреть, я приведу вам меньше 10, скажем так, 7 или 8 фотографов, которые имеют собственные каналы, которые известные, очень известные фотографы. И если вам будет интересно, вы можете зайти на их каналы и посмотреть, что же они делают. Это спасибо, что ли? В реальном времени. И насколько это сообщество, которое позволяет людям непосредственно общаться, оставлять комментарии, получать обратную связь, в том числе делать совместные видео. Муся приехала на новый пляж. Очень интересный, песочный. Понравилось? Да, понравилось. Только она просидела в мешке. Насколько это все работает в 22 году, в 21. И начнем мы с вами, друзья, с тех людей, которые я, скажем так, отметил, как наиболее, наверное, с чего я начинал, да, собственно говоря. Первым в списке идет Томас Хиттон. Если вы помните, когда вы открываете Flickr, то первая фотография несколько лет назад была фотография Томаса Хиттона. Как раз это палатка на склоне, у которой сейчас около 2 миллионов просмотров. Но это известная фотография. Томас Хиттон, к сожалению, с 2017 года уже практически не заполняет свой Flickr, но он занимается более плотно своим каналом, потому что все время его занимает вот этот канал. Следующий фотограф, который я бы отметил, который я вам настоятельно рекомендую, это фотограф из Канады, Адам, друзья. Фотограф удивительный, старшего поколения, со своей харизмой, не такой, как у Томаса Хиттона, они все отличаются харизмой. Да, Адам Гибс, конечно, выделяется среди них и основательностью подхода, и каким-то таким подачей материала. Поэтому, друзья, рекомендую, зайдите на его канал. Кому нравится неспешная вот такая вдумчивая разбор полетов, как говорится, да, посмотрите Адама Гибса. Марк Денни, фотограф, который своей харизмой, своим пониманием и углублением в процесс, ну, он отличается от всех. И я, конечно, не хочу рассказывать долго. Я вам, друзья, рекомендую просто зайти на Марк Денни Flickr или посмотреть его канал. Ну и, собственно говоря, сами все представите. Нигель Денсон отличается от всех, собственно говоря. Но я не буду рассказывать подробно. Могу только сказать, что его туториалсы, его стиль вообще оформления и так, как он погружается в этот процесс, ну, он вообще стоит в стороне. Гэвин Харскейл, ну, его знают во Фликере и в других соцсетях как фототрипер. Такое слово, видите, фототрипер, путешественник. Ну,
Мне нравится то, что он делает. Его стиль юмора вообще как бы стоит вне всех этих сообществ. Он может быть такой плоский, с одной стороны, с другой стороны, ну, классный парень. В паре к нему всегда, как правило, какие-то участники, он старается делать совместные фотосессии, я имею в виду сами процесс фотошколы. Поэтому фототрипер, друзья, рекомендую. И он активно участвует в жизни Фликера, поэтому зайдите на его страницу, посмотрите буквально недавние фотографии, которые он делал с березами, и отчет по этим тоже видео. Посмотрите, как это сделано. Он рассказывал о том же месте, которое Адам Гибс посещал. Ну, все по-своему у него сделано. Насколько у него получилось лучше Адама Гибса, ну, видео, конечно, интересное. С юморком такое хорошее. Поэтому, друзья, зайдите, посмотрите. Дальше я расскажу еще несколько фотографов, которые имеют свои каналы, но они не присутствуют во Фликере. Ну, я думаю, что это временное явление. И маска нужна обязательно, не пустят вас просто. И здесь я бы хотел упомянуть в первую очередь Пирея фотографии. Это Майк и Крис, два фотографа, муж и жена, можно сказать, да. Ну, совершенно фантастическая пара, друзья. Я через эту пару нашел такого производителя, как F-Stop, поэтому во Фликере много всяких интересных вещей встречается, и на Ютубе тоже. Необычное место, видите, горели корабли. И вот такой можно арт попробовать сделать какой-то, может что-то получится. Пире фотографии — это муж инженер и супруга фотограф. Теперь муж тоже фотографом стал. Они путешествуют, у них своя школа. Совершенно невероятная энергетика их видео, и как они делают свои ролики, какой стилистики, насколько это все воодушевляет. И могу сказать, что настоятельно рекомендую, друзья, посмотрите их хотя бы один ролик. Они все ролики очень интересные. Пире фотографии называется. Еще один фотограф, Крис Ирмлер, это австрийский фотограф, путешественник по Европе. Я его нашел через рекламу на Ютубе и могу сказать, что не пожалел, потому что его стиль, ну вообще его поведение в кадре и его стилистика музыкального оформления, она отличается от всех, друзья. Я уже рассказывал про его путешествие, когда он нашел вот эти осушенные озера в Австрии, снимал там эти пни, ходил. Посмотрите эти ролики, они действительно в топе, и могу сказать, что удивительные по подаче. И кто ищет какие-то необычные места силы, как Фавионыч, я рекомендую его канал посмотреть, друзья. Ну и в завершении, кому будет интересно, друзья, я надеюсь, вы поставите лайк этому видео, подпишитесь на канал. Я могу вам в качестве затравки сказать, что есть очень известный музыкант, который присутствует во Фликере, в других соцсетях, это Дина Оливьери. Ну, друзья, на сегодня это все. Надеюсь, что вы посмотрите это видео и сделаете для себя какие-то выводы. Катится сам. Все хочет ко мне. Красота. Бесшумно. Решите вступить в сообщество Фликер, оформите канал, посмотрите ролики мои, как это сделать. И все у вас получится, друзья. Всем спасибо, пока.